Представь себе, ты уже мертва. Твое тело выкапывают из могилы, одевают в королевские одежды, сажают на трон. И вся знать страны, мужчины, женщины, враги по очереди целуют тебе руку. Не потому что хотят, а потому что боятся. Это не легенда. Это реальная история женщины, которую при жизни не пустили к трону, а после смерти сделали королевой. Ее звали Инесс де Кастро. На первый взгляд Инесс не выглядела угрозой. Она родилась в знатной, но политически неудобной семье. Ее род был тесно связан с кастильской знатью. А для Португалии XIV века Кастилия означала не просто соседей. Она означала опасность, давление и возможное поглощение. Инесс была образованной, говорила на нескольких языках, умела слушать и почти никогда не повышала голос. Она не была роковой красавицей, не устраивала сцен, не пыталась лезть в политику напрямую. И именно это делало ее по-настоящему опасной. Потому что при дворе боятся не крика, боятся влияния. И именно с этого влияния началась история, которая очень быстро вышла из-под контроля. Инесс появляется при португальском дворе как фрейлина жены наследного принца Педру I. Классический сюжет. Тот самый, который при дворах почти всегда заканчивается катастрофой. Педру был женат. Брак холодный, дипломатический, нужный государству, но пустой внутри. И Инесс была рядом каждый день. Тихая, внимательная, понимающая. И он не просто в нее влюбился, он привязался к ней. Он начал советоваться с ней, доверять ее мнению, прислушиваться к ее родственникам. И это был момент, когда двор насторожился по-настоящему. Потому что одно дело фаворитка и совсем другое – женщина, которую наследник слушает. Родственники Инесс начали получать должности, влияние и доступ к принцу. Для знати это был тревожный сигнал. Если Педру станет королем, Инесс автоматически окажется в центре власти, а значит, Кастилия окажется слишком близко. Именно тогда при дворе ее начали ненавидеть не как женщину, а как угрозу государству. И дальше события развиваются так, как они всегда развиваются при дворе, когда кто-то становится слишком опасным. Когда законная жена Педру умерла, двор замер. Все ждали, что принц поступит правильно, найдет новую принцессу, политически безопасную и удобную. Но Педру сделал то, что никто не ожидал. Он не отпустил Инесс. По некоторым источникам он тайно на ней женился. Если это правда, Инесс уже была законной королевой Португалии. И для двора это означало катастрофу. Потому что в этот момент у власти остался последний шанс. Отец Педру, король Афонсу IV, понимал, пока сын не на троне, его еще можно остановить. Инесс нельзя было сослать, нельзя было заточить. Она вернулась бы. Оставался только один вариант. Ее нужно было убрать навсегда. И дальше история перестает быть просто трагичной. Она становится по-настоящему жуткой. Пока Педру был в отъезде, к Инесс пришли 3 мужчин по приказу короля. Инесс умоляла, показывала им своих детей, говорила, что они ни в чем не виноваты. Это не остановило их. Ее зарезали прямо на глазах детей. Это было не просто убийство, это было показательное уничтожение угрозы. Сообщение было предельно ясным. Так будет с каждым, кто подойдет слишком близко к трону. Но они недооценили одного человека. Когда Педру узнал о смерти Инесс, он не смирился. Он запомнил. И когда стал королем, его правление началось не с праздников, а с мести. Он нашел убийц. Одному вырвали сердце через грудь, другому через спину. Публично, медленно, хладнокровно. Но это было только вступление. Потому что дальше Педру сделал то, что превратило эту историю в легенду. Педру приказал выкопать тело Инесс. Ее одели в королевские одежды, на голову надели корону, посадили на трон. Разложившееся тело, мертвая женщина, королева. Весь двор был обязан подойти и поцеловать ей руку. Это был не жест любви, это был акт абсолютной власти. Послание звучало так: «Вы не дали ей жить королевой.
теперь вы будете служить ей мертвой. И именно поэтому эту историю помнят до сих пор. Это не просто история любви. Это история о страхе власти, о паранойи двора, о женщине, которую убили не за поступки, а за возможность влияния. Она не правила, не подписывала указы, не носила корону при жизни, но ее боялись сильнее, чем многих живых. Инесс де Кастро вошла в историю дважды, как фаворитка, которую убили, и как королева, которую короновали после смерти. Ее не спасла любовь, не спасли дети, не спас статус, потому что фаворитка – это не женщина при власти, это женщина на линии огня. И иногда даже смерть не становится концом. В следующей серии поговорим о фаворитке, которую задушили солдаты на глазах у императора, и он ничего не смог сделать. Подпишись, впереди у меня будет еще очень много интересных историй.